Добрый день, друзья! Сегодня готовим самые вкусные пирожки в нашей семье. Самые воздушные, нежные, с сочной начинкой капусты. При желании начинка может быть любой, даже сладкая. А рецепт простой, я уверена, вам понравится. В миску наливаем 300 мл теплого молока, 1 столовую ложку сахара и 8 грамм сухих дрожжей. Перемешиваем венчиком. Сухие дрожжи можно заменить на свежие, тогда возьмите их в 3 раза больше, 24 грамма. Как всегда напомню, все граммовки вы сможете найти в описании под видео. Теперь берем пару ложек муки, указанного из общего количества в рецепте, и перемешиваем до консистенции жидкой сметаны. Опарку накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте подходить. Посмотрите, как она увеличилась, практически в 3 раза и пронизана пузырьками воздуха. Это говорит о том, что наши дрожжи хорошие. Добавляем чайную ложку соли и 1 яйцо. Перемешиваем тесто на средней скорости миксера или вручную. По мере замешивания постепенно будем добавлять муку. Не добавляйте большее количество муки, чтобы не забить тесто, это очень важно. По мере вымешивания клейковина в тесте будет расти. На данном этапе тесто может быть слегка липковатым. Добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла. Конечно, с планетарным миксером завести такое тесто легче, но тем не менее вымешиваем тесто 5-10 минут. Тесто готово, и оно совсем не липнет к рукам. Форму смазываем растительным маслом и кладем тесто, оставляем на 1 час при комнатной температуре. Займемся начинкой. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Всыпаем 2 луковицы, нарезанные средними кубиками. Обжариваем до золотистого цвета и добавляем 2 моркови, натертые на крупной терке. Поджариваем и всыпаем 500 грамм нашинкованной мелкой капусты. Сразу накрываем крышкой и протушим 2-3 минутки. Открываю крышку и перемешиваю. Добавляю 1-2 чайные ложки томатной пасты. Размешиваю до объединения. Солю, перчу по вкусу. Все перемешаем и обжарим еще пару минут. Начинка готова. Смотрите, какое у нас нежное и воздушное тесто. Обминаем его и делим на 4 равных части. Теперь каждый кусочек нам нужно будет разрезать на 4 части. Итого у нас должно получиться 16 плюс-минус 17 пирожков. Затем обминаем каждый шарик. Если хотите пирожки одного размера, взвесьте на весах по 56 грамм каждый. Таким образом формируем все боллы. Накрываем пищевой пленкой и даем постоять 10 минут. Берем болл, немного придавливаем пальчиками, а дальше будем работать скалкой. Начинку удобно выкладывать вилкой и чайной ложкой. Собираем края и слепливаем посередине. Лепим так все пирожки, укладываем на противень, смазанным растительным маслом, швом вниз. Смазываем пирожки смесью желтка и 1 столовой ложкой молока. Ставим в духовку и включаем нагрев 180 градусов на 25-30 минут. Вот такая вкуснота и красота у нас получилась. Всем приятного аппетита! Готовьте с удовольствием и до новых встреч! Пока-пока!